Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Поступают различные вопросы в комментариях. В частности, один из вопросов это то, чем я кормлю свою рыбу. Конечно, я уже об этом корме видео делал неоднократно. Но сегодня вот решил покормить своих рыб и, соответственно, в конце этого видео покажу вам, каким кормом я кормлю, как он называется. Короче говоря, погнали. Также, друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что в каждом аквариуме совсем разное количество рыбок. Да? В каком-то 10 штук, в каком-то сотня, в каком-то может быть и 1,5 сотни. Ну, соответственно, в разных по-разному. Соответственно, корм должен даваться всем по-разному. Для того, чтобы давать рыбкам корм, у меня вот есть такая ложка чайная, да? Минимальная порция на кончике этой ложки. Ну и максимальная это полная ложка. Ну, сейчас увидите, кому я сколько даю. Вот в этом аквариуме находятся гуппи. Вот их такое количество. И, соответственно, 4 анциструса. Вон они. Батяня основной. И самочки с ним, и самцы. Значит, сколько мы даем этим рыбкам корма? Вот смотрите. Вот ложка. Вот такое количество корма я даю на всех этих рыбок. Этого им достаточно. Этот корм я в воду не мочу, а просто бросаю его на поверхность. Вот я бросил. Сейчас гуппики начнут его кушать, хватать. Корм начнет понемножку намокать. Будет оседать на дно гранулы. И наши сомики, соответственно, тоже будут подбирать. Минут через 20 этот корм весь осядет. Все, что не успеют съесть, пока горит свет, все будет съедено, когда он потухнет. Итак, переходим к Данио. Значит, Данио у нас достаточно прожорливая рыбка. Здесь еще есть 2 самоанциструса. Этим рыбкам мы даем корм и намачиваем его сразу, чтобы он опустился на дно, чтобы сомики тоже начали его кушать. Вот я беру, опускаю сюда ложку вот таким движением. И вот Данюхи начинают хватать. Корм оседает. И сейчас тоже сомики быстренько начнут его подбирать. Переходим дальше. Итак, даем корм вот нашим тернециям. Смотрите. Чуть меньше пол ложки я сюда набираю. Бросаю тоже наверх им вот сюда, вот так. Вот корм здесь расползается, расплывается. Кто хочет, хватает его вверху. Соответственно, он тоже падает на дно. И здесь, конечно же, его будут подбирать. Вот анциструсы. Смотрите, сколько их здесь. Сейчас они все будут на дне, вот там перебирать. Некоторые уже почувствовали запах корма. Уже вон там начинают хватать. Ну, сейчас эта бригада постепенно спустится вниз по стеночке. И будет, соответственно, все здесь подъедать. Вот также на втором ярусе у нас есть сомики. Смотрите. Вот Венесуэла Оранж, такое количество, да? Они чуть поменьше, чем вот коридорасы. Смотрите, коридорасов здесь побольше. Значит, сомикам вот этим Оранж мы даем вот примерно столько же. Неполную половинку. Вот я вот так вот беру, сюда опускаю. Вот так вот делаю такое движение. И весь корм идет к сомикам на дно. И они вот его там перебирают. Там хватит всем. И анциструсам, которые вот на стенке. И Данио, они вездесущие, они подберут все. И будут не голодные. Теперь даем, конечно же, крапчатым нашим. Крапчатые у нас покрупнее. То есть мы им даем примерно половина вот этой ложки. Так же само опускаем сюда. Вот таким движением. Раз. И все. И корм у нас пошел на дно. И смотрите. Сомики радостные. Свечкой стали.
И начали вечернюю трапезу. Смотрите, что они там вытворяют. Крутятся, вертятся. Красиво наблюдать. Вот, смотрите. Ну, это же не каждую вот эту гранулку хватают и насыщаются. Так, идем дальше. Смотрите, компания меченосцев заметила, что я пришел. Сейчас им буду давать кушать. Этой компании мы даем тоже чуть меньше половины. Хоть здесь рыбок и много. Вот столько я беру примерно. И насыпаю им вот сюда, в один уголок. Они сейчас тут быстренько будут все разбирать. Там хватит и сомикам, и анциструсам. Там даже и крапчатые там на дне есть. Ну, короче, все будут перебирать. Хватает и тернециям. Короче, как-то так. Идемте дальше на разводню. Посмотрим. Смотрите, вот оно на дно там падает. И они же там быстренько все это перебирают. Ну, раз мы уже работаем по второму ярусу, дадим сейчас вот этой компании тернеций. И на дне у нас здесь анциструсы. Вот такое количество корма я им даю. Так же само опускаю корм в воду, взболтнул. Фильтрация, соответственно, отключена, пока я рыбкам даю корм. Кислород не отключаю. И они вон там насыщаются. Все у них нормально. Крышку верхнюю закрываем. Вон там и сомики кушают. Ну, все, короче. Все, кто хочет, все едят. Сейчас пройдет несколько минут. И все будет, конечно же, съедено. Мы, конечно же, подведем итог. Посмотрим, как рыбки скушали свою еду. Итак, на втором ярусе у нас остались, смотрите, значит, здесь немножко рыбок. Здесь так достаточное количество их, да, тернеций. Здесь не очень много. А здесь совсем. Вон там анциструсы 4 и 2 маленьких неончика. Сейчас будем давать всей этой компании кушать. А начинаем мы вот с вот этой компании. Значит, здесь у нас 5 неонов, 3 коридороса крапчатых, 3 анциструса, 3 тернеции и гупиков там, наверное, десяток, может даже нет. Короче, вот такое количество мы им даем корма всего лишь. Это с учетом того, что крупные анцитрусы здесь. Я просто беру вот так, высыпаю. Все. Сейчас и гупикам там хватит, они сверху похватают. И вот пошел. Гранулы пошли садиться на дно. Вон и неончики там уже хватают. И все остальные рыбки. Переходим к тернециям. Так, тернеции у нас возбудились. Сомики тоже. Вот такое количество они получают. Смотрите. Ровно половина с горкой. Тоже я им сыплю прямо наверх на воду. Вот таким вот образом. Все. Сейчас какая-то часть корма будет ухвачена рыбками на поверхности. А все, что осядет на дно, соответственно, будут подбирать анциструсы. Вон коридоросы тоже возбудились. Ну и, конечно же, кто еще не накушается, тернеция. Тоже все будет подобрано до мельчайших частиц. Так, переходим дальше к следующей компании. А сейчас будем давать вот нашим анциструсам и двум сомикам, двум неончикам совсем маленьким. Вот смотрите, вот на кончике даю им совсем немного корма. Тоже сюда вот так вот раз, взболтнул. Корм сейчас осядет. Там и неончики покушают. И, соответственно, анцитрусы. Ну, анцитрусы больше любят кушать, конечно же, тогда, когда уже свет выключенный. Ну, бывает, что едят и когда он горит. Так, переходим вот к красным тернециям. К этой компании. Здесь сомики тоже. Штерба.
и анцитрусы. Вот такое количество корма я им даю. Бросаю прямо наверх, вот так вот, на поверхность. И оно сейчас будет осаждаться на дно. И все рыбки будут кушать. Конечно же, Данио. Это у нас очень прожорливая рыбка. Они едят, пока не лопнут, так сказать. Главное, чтобы всем хватило. Интернеция что-то настороженная такая смотрит. Но все равно некоторые рыбки хватают корм. Итак, друзья, у нас осталось аквариум с нашими пожилыми рыбками. Вот этот. Немножко здесь рыбок совсем, гуппи, тернеция, анцитрусы. Вот здесь компания синей тернеции, еще голодная. И вот эти два. Вот этот и вот этот. Здесь достаточно много рыбок. Сейчас я покажу, сколько я им даю корма. Наши старички тоже готовы к приему пищи. И мы им даем тоже совсем немножко корма. Вот половинку чайной ложки. Тоже мы вот так вот сюда опускаем. Вот так она летит. И рыбки начинают понемножку кушать. Вот этим вот рыбкам тоже даю совершенно немного. Совсем вот немножко. Потому что гуппики и тернеции мало едят. Ну а сомикам, анцитрусам будет чуть-чуть, им останется побольше корма. Высыпаем сюда. Все. Но самые много кушающие у меня это вот синие тернеции. Им, конечно же, я даю больше всего корма. Вот смотрите. Вот такая ложка с верхом. Здесь рыбок достаточно много, но они очень хорошо его едят. Вот смотрите. Вот таким вот образом я его сюда насыпаю. И они начинают его точить. Сейчас пройдет несколько минут. И соответственно здесь уже ничего не будет. Даже бывает такой момент, что и сомики не успевают ничего подъесть. Хотя они понимают, что корм может закончиться. И сразу идут, так сказать, в атаку. Для того, чтобы ухватить желаемых гранул. Аппетит непревзойденный. Ну и вот этим вот друзьям в этом аквариуме и в этом аквариуме я даю по пол ложки питательных гранул. Вот такое количество. Сюда мы засыпаем. Опа. Так неудобно одной рукой снимать, все делать. Извините. Так, и вот в этой компании тоже. Опа. Вот так. И все. И рыбки приступают к ужину. Сейчас пройдет минут 10-15. И мы еще раз к ним заглянем. И я, конечно же, расскажу, что это за корм. Рассказывал, забыл про меченосцев. Вот такое количество я им даю. Тоже высыпаю вот так сюда и все. Оно там садится на дно. Там и анцитрусы будут сейчас подъедать. И, соответственно, всем рыбкам хватит. Ну что, прошло 20 минут. Давайте посмотрим. Значит, здесь у гуппи весь корм опустился на дно. Гуппики накушались. Здесь у Данио ничего нет, все съедено. Здесь у наших старичков тоже ничего нет, все съедено. Вот у этих, видно, чуть больше насыпал. На дне есть немножко. Синие вообще моментально все съели. Так, здесь на этом оранжевые и красные. Здесь все тоже съели. Сверху вон несколько там плавает зернышек, но это мелочи. Здесь тоже все съели. Так, на втором ярусе
Тоже все подъели, отлично. Здесь вон еще подъедают. Возле распылителя там есть немного корма. Здесь сомики тоже практически все доедают. Здесь тернецы и анцитрусы практически все съели. Так, вот здесь у нас немного корма есть, анцитрусы подберут все. Красная тернеция наша все заточила, ничего нет. Здесь вот немного на дне есть еще, сомики не справляются. Ну и соответственно здесь немножко есть, потому что сомики чуть попозже это все съедят. Друзья, ну и какой же мы корм используем? Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Так, не знаю, подсветка сильно, наверное, светит. Вот корм. Это гранулы такие небольшие. Диаметр 0,5-0,8 миллиметра. Вот. Фирмы Коппинс. Не реклама, а просто этим кормом я кормлю своих рыбок. Сейчас я вам покажу. На руку возьму. Вот, смотрите. Так. Оп. Резкость навелась. Вот такие гранулы. Охотно поедаются рыбкой. Раньше я использовал гранулы 0,8-1,2 мм. Но они достаточно такие крупноватые, некоторые из них, что рыбка не очень охотно их есть. Я перешел на более мелкий корм. Все, друзья, пока. До встречи в следующих видео. Удачи всем!